Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В данном видео разберем команду сбора на финального босса 6-го сезона. Рассмотрим замены, какие можно произвести, основные моменты, нюансы и так далее. Поэтому присаживаемся поудобнее. Поехали! Если вы хотите поддержать канал, сделать вы это можете, просто введя мой код создателя в ежемесячном разделе магазина прямо в игре. Код вы видите на экране. Тем самым вы разблокируете себе скидочные наборы по очень выгодным ценам и получите подарок кубик Гелиолита. И вы можете осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании каждого видео на платформе BuffBuff по очень выгодным ценам. Намного дешевле, чем в игре. Тайминги мы здесь используем вот такие. Кулдауна у нас нету. И Ацилия у нас в сете залива, поэтому ставим ей 15 секунд как ограничитель, чтобы она раньше у нас не вырывалась и кукольник срабатывал всегда. Стартует у нас первый Ларентиль, потом сразу же подхватывает Алтон и за ним следом Глэдис, соответственно, и Телендор. Если Телендора нету, то ставим Хуберга либо Филта, кто у вас там по барабудам лучше. Вот. В принципе, если Телендора нету, то заменяем его, даже если у него у вас как бы артефакта нету, то тоже урон уже будет другой, соответственно, то придется ставить. Желательно, конечно, Хуберга, но если у вас там Хуберг без пробуд, но есть Филта хорошо заряженный, то его. В принципе, вообще первый раз такое, что Телендор без пробуд, но с артефактом передамаживает где-либо именно других героев сбора, потому что всегда мы ставили Хуберга либо Филта за счет того, что все как бы на сбор подзабили, да, и никто не крутил никогда особо Телендора, ну кроме там корейцев, китайцев, этих супер китов. Но тут Телендор именно играет за счет того, что когда жаба вылазит, он ее сразу же лучами сносит, потому что он, получается, скастовал, и лучи постоянно бьют по боссу. И когда у нас жаба вылазит, то есть нам не нужен какой-то дополнительный каст, мы, по сути, его убиваем именно старой своей ультой, которая постоянно тикает. Расстановка, соответственно, у нас вот такая. Сейчас покажем сразу Ацилию. Она у нас получается в сете кукольника и сет на баф урона возле нее. То есть Телендор подбежит к ней и, соответственно, она уже будет бафать его на урон. Если у вас не Телендор, а Хуберг, то ставим тогда данную шмотку, но она у меня и так стоит, в принципе, на Ларентиле. Таланты я использую вот эти, продление усилений, и пытаемся максимум выжать ускорение. То есть у меня тут вообще 17,4, столько нам не нужно, потому что у нас еще действует глобальный баф на ускорение, поэтому у меня тут просто с лихвой, то есть столько много не нужно. Команда живет до конца. По поводу питомца, то есть кто не в курсе, то если у вас Телендор, его ультимейт хоть и бьет, ну, по всей карте, но она считается как именно точечный урон по одиночной цели, и, допустим, код нам профита тут не даст. Можете сами проверить, потестировать. Если Телендор, то нам нужен именно голем. Почему не Джин? В моем случае, тоже мы сейчас это отдельно разберем, у меня тут прям максималка по атаке именно у Ларентиля вышла. То есть, если мы поставим Джина, то бафаться будет у нас Ларентиль. Нам это не нужно. Если вы ставите либо Филта, либо Хуберга, тогда, конечно, ставим Трисима, и пусть он уже бафает нас на масс урон. В моем случае будет стоять голем. Телендор у меня полностью в урон. Шанс крита выше 60%, смысла поднимать нет. Тут у меня 62, все, больше не надо, потому что у нас Ларентиль дает 40% шансу крита, и этот баф у нас висит, в принципе, постоянно. То есть все свои характеристики основные мы дальше гоним именно атака и крит урон. Дальше у меня Глэдис идет, вот эти таланты я использую, и тоже такой момент, что там, ну, у всех по шмоткам все по-разному, но по крит урону Глэдис ни в коем случае не должна перегонять Телендора, иначе на, так сказать, замкнется сама на себе, будет сама себя бафать, там ДПС прям жестко просядет. То есть топ по крит урону должен быть именно наш ДД, будь то Телендор, Филта, либо Хуберг. То есть Глэдис их перегонять не должна ни в коем случае. Если нет артефакта у Глэдис, то в принципе можно сделать ее либо в разлом вместо Алтона, чего бы делать я не советовал, лучше тогда уже поставить какой-нибудь артефакт, именно артефакт школы, сбора, чтобы она наносила также именно урон, потому что дамажит она здесь тоже неплохо. Вот тут уже смотрите по составу, если у вас ее вообще, допустим, нету, то, конечно, мы очень сильно просядем по урону, но можно будет, допустим,
сделать тогда Алтона в урон и поставить вот этого эпика в разлом. Но если у вас такая ситуация, что Глэдис нет, лучше, конечно, отказаться вообще от этой команды и использовать ее только если уже, ну, вообще все печально и неким бить. Вот и так, конечно, в идеале, чтобы Глэдис была именно у нас в команде, потому что именно она возродила у нас сбор. До этого он как бы вообще особо-то и не играл. Если, допустим, артефакта нету, то эта проблема еще как-то решаема. Но если вообще нету, тогда это уже печально. Идем дальше. Ларентиль. Тут есть несколько вариантов, в принципе. Все зависит от характеристик, которые вы смогли собрать. Если нет вот этого артефакта, то можно, в принципе, поставить сундук, либо рога оленя. То есть, ну, замен, в принципе, хватает. Можно вот этот артефакт поставить, можно вот этот. Можно вообще поставить часы, если у вас, допустим, Ларентиль не 5-го пробуждения, то нам нужно будет ускорением все это дело догонять, чтобы у нас постоянно висел баф. То есть там ему чуть-чуть не хватает, если он без пробуждений, но все это можно, в принципе, в рунах, там, шмотками подогнать и достичь уже именно нужного результата. Далее, по поводу экипировки. Если у вас получится сделать 8000 и более атаки, то одеваем его вот так. То есть шмотка на раздачу атаки и баф именно урона нашим союзникам рядом. Это конкретно под Глэдис уже сделано, так как Телендор у нас побежит вперед, и там будет от Ацилии бафаться. Но тут мы можем себе позволить, допустим, даже забафать и Глэдис тоже. Если у вас не получается выжить вот столько много атаки, тогда, как вариант, можно тогда уже одеть вот этот сет, дать ему там просвещенности, но соблюдать условия, что если у вас как бы атаки мало, то ее должно было быть меньше, чем у Телендора, чтобы тогда он уже его вообще не перегонял. И на атаку бафал этим сетом именно Телендора. Почему так? Мы тоже тестировали, сравнивали. И нам, если мы можем отказаться от сета и сделать столько атаки, то профитнее, чтобы мы больше атаки именно раздали благодаря этому мифику. Это первый момент. И второй момент. Именно с вот этого мифика мы возьмем себе еще тоже больше атаки. То есть при таких условиях профитнее именно одеть его вот так. То есть максимум, где можно только выжать атаку. Если нет, тогда уже одеваем тот сет, отказываемся от вот этого мифика. От вот этого ни в коем случае. А вот от этого тогда отказываемся, не бафаем Глэдис и собираем уже там где-то в допах себе просвет и бафаем чисто Телендора. Но это если, я уже сказал, если не получается. Надеюсь, у вас все получится. Ну и собственно Алтон, тоже ему делаем макс атаку, баф вот этот. У меня 6500 получилось выжать, что в принципе довольно-таки неплохо. Одеваем вот эти два мифика тоже, верха вот эти, точность не забываем. Вот сделать вверх именно так, с этим с фей будет максимально профитно. Мы добавляем ему ускорение, я ему вообще он 106 ускорения разогнал, это очень много, так как у нас цель в принципе одна, иногда выпрыгивает там жаба. Разлом у нас висит вообще постоянно, он просто не спадает, он только собирается заканчиваться, как Алтон уже заново его кидает. То есть с разломом тут проблем вообще нету никаких. То есть кроме как вот так одеть, я другого варианта вообще не вижу. По поводу Алтона, давать ему сет на просвет тоже в данном случае не стоит, только больше потеряете. Выгоднее именно вот так сделать. В принципе, основные моменты все разобрали. По заменам также вроде прошлись, что если кого-то нету, кого-то не хватает, что-то не получается, то ставим либо эту парочку, кого-нибудь из них нет Глэдис, тогда ставим этого эпика. Так, в принципе, нужно уже самим смотреть, исходя от ваших пробуждений на героях и, в принципе, от ваших возможностей, от вашего состава, который у вас есть, потому что я один не в состоянии как бы под всех прям сразу подстроиться, это невозможно, поэтому придется все-таки подзаморочиться, потестировать, как у вас будет лучше. Так, в принципе, что, всем спасибо за просмотр, кто не подписан, подписываемся на канал, вступаем в телеграм-канал, до скорых встреч, всем пока. Они думали, я упаду, но мой кубик крутится на 20. Цифровые слезы капают на мой доспех. Я взламываю этот босс, файт, впереди успех. 3 головы босса смотрят прямо на меня, но внутри моих цепей слишком много огня. Твои скиллы — это лак, мой урон — это шок. Я забираю этот лут и пакую в мешок. Аденьке горит в неоновом дыму. Я не отдам этот трон больше никому. Моя жизнь гиперпоп, я кручу этот кубик.
атаке. Слишком быстро лечу, ты не видишь мой след. В этой темной игре у тебя шансов нет. Dragon Hair, просто сотри этот лак.